Закрой на секунду глаза и представь, что ты стоишь посреди леса, которому 150 миллионов лет. Вокруг тебя тишина, какой ты никогда не слышал. Над головой качаются огромные папоротники и хвойные деревья, похожие на колонны старого храма. Пахнет только смолой, влажной землей и хвоей. И все вокруг зеленое. Не просто много зеленого, а зеленое целиком, от края до края, до самого горизонта. Ты ищешь глазами хоть одно яркое пятно и не находишь. Ни одного красного лепестка, ни одного желтого соцветия, ни белого, ни синего, ни розового. Земля в эту эпоху не знает ни единого цветка. Мир огромен, живуч и совершенно бесцветен. По этому зеленому безмолвию бродят динозавры, самые большие существа суши, но даже они живут в мире без красок. Ты стоишь в этом лесу и не понимаешь, чего в нем не хватает, потому что того, чего не хватает, еще просто нет на свете. А теперь самое странное. Пройдет совсем немного времени по меркам планеты, и этот бесцветный мир взорвется красками. Появится существо, которое раскрасит континенты, наполнит воздух запахом, приручит насекомых и в итоге накормит собой почти все живое, включая тебя. Оно не будет ни хищником, ни гигантом. Оно не сможет сделать ни шагу. И все же оно захватит планету быстрее, чем кто-либо до него. Это цветок, и его история куда более дикая, чем ты можешь представить. История цветка — это не милая история про красоту. Это история о самом стремительном захвате в летописи Земли. И она хранит загадку, которая много лет не давала покоя одному из величайших ученых в истории. В прошлом фильме мы ныряли в древние моря, где правили гигантские морские ящеры, пока по суше бродили динозавры. Мы обещали, что вернемся на сушу и покажем переворот, который переживет даже динозавров. Вот мы и здесь. Только на этот раз главный герой не зубастое чудовище, а тихое растение у тебя под ногами. Больше 140 лет назад Чарльз Дарвин, тот самый человек, что объяснил миру, как работает эволюция, сел писать письмо своему близкому другу, ботанику Джозефу Гукеру, и признался в том, что его мучает. По его теории, все живое меняется медленно и постепенно, шаг за шагом, миллион за миллионом лет. Но цветковые растения будто нарушали это правило. В древних слоях камня их нет совсем, а потом вдруг, словно из ниоткуда, они появляются сразу, повсюду и во множестве видов. Дарвин так и написал, что их внезапное появление — это отвратительная тайна. Его собственная теория не могла объяснить такую скорость, и это его пугало. Вдумайся в эту картину. Человек, который спокойно объяснил, откуда взялись киты, птицы и сам человек, оказался в тупике перед обычным цветком. Что же в нем было такого, что поставило в тупик величайший ум своего века? И вот главный вопрос нашего фильма. Как безобидное растение без когтей и зубов сумело завоевать целую планету так быстро, что это напугало самого Дарвина? Если тебе интересно, как разгадали эту тайну, подпишись на канал прямо сейчас. Впереди история о самом успешном завоевателе, которого ты каждый день держишь в руках и даже не догадываешься об этом. Чтобы понять, каким чудом был первый цветок, надо сначала прожить мир без него. Долгие сотни миллионов лет сушу покрывали растения совсем другого рода. Мхи и папоротники, хвощи и плауны, а позже могучие хвойные деревья, саговники и гинго. Ученые называют их голосеменными, потому что их семена лежат открыто, чаще всего в шишках. Запомни это слово. Именно голосеменные были хозяевами суши в эпоху динозавров. Мир голосеменных был по-своему величествен, но однообразен. Представь бесконечные темные хвойные чащи, заросли папоротника выше человеческого роста, рощи странных саговников, похожих на ананасы с пальмовой кроной. Все это зеленое, жесткое, покрытое воском и смолой. Пройди сквозь такой лес хоть сотни километров, и картина не изменится ни на йоту. Ни один куст не цвел, ни одно дерево не давало сочного плода. Ягоды, яблоки, орехи, трава на лугу – все это еще просто не существовало. Огромный травоядный динозавр целыми днями жевал жесткую хвою и папоротник, потому что ничего вкуснее на планете не росло. И была у этого мира одна большая слабость – размножение. Голосеменным нечем было приманить помощника, поэтому они доверяли свое будущее ветру. Дерево выбрасывало в воздух облака пыльцы и надеялось, что хоть одна крупинка случайно долетит до другого такого же дерева за много километров.
Представь, что тебе нужно передать письмо конкретному человеку на другом краю страны, но ты не знаешь адреса. И ты печатаешь миллион копий, подбрасываешь их в воздух и молишься, чтобы одна случайно опустилась в нужный почтовый ящик. Вот так и работал старый мир. Расточительно, медленно и почти вслепую. Дерево тратило половину своих сил, чтобы засыпать пыльцой все вокруг, а до цели долетали жалкие крохи. И этот медленный ветреный мир сотни миллионов лет ждал того, кто придумает нечто совершенно новое. И вот на этой сцене появляется он – цветок. Но чтобы понять его, забудь на минуту про красоту. Цветок – это не украшение. Цветок – это машина для сделки. Самое хитрое коммерческое предложение, которое когда-либо придумывала жизнь. Идея была простой и гениальной. Вместо того, чтобы вслепую доверять пыльцу ветру, растение решило нанять курьера. А курьерами стали насекомые, которые и так ползали и летали повсюду. Но насекомое не станет работать даром, и тогда растение предложило ему плату. Оно свернуло часть своих листьев в яркий флаг, лепесток, который видно издалека. Оно налило внутрь капельку сладкого сиропа, нектар, чистое топливо для насекомого, и добавило запах, чтобы курьера можно было позвать даже в темноте. Сделка вышла безупречной. Насекомое прилетает на яркий цвет, пьет сладкий нектар и улетает сытым. А между делом уносит на лапках пыльцу и доставляет ее точно по адресу, на другой такой же цветок. Больше не нужны облака пыльцы наугад. Больше не нужно надеяться на слепой ветер. Теперь у растения есть крылатый почтальон, который сам находит нужный дом. Это было быстрее, дешевле и точнее всего, что придумала жизнь до этого. А дальше началось самое интересное. Цветок и его помощник стали подстраиваться друг под друга. Одни цветы раскрылись широкими посадочными площадками для тяжелых жуков, другие свернулись в узкие трубочки, куда достает только длинный хоботок бабочки. Третьи научились обманывать. Есть цветы, которые прикидываются самкой насекомого, и обманутый ухажер без всякой награды разносит их пыльцу. Есть такие, что пахнут не медом, а гнилым мясом, чтобы приманить мух. Каждый цветок — это отдельная хитрость, отдельный ключ к своему замку. Так, приманкой и обманом растения приручили целый мир насекомых. А потом цветок сделал второй ход, еще сильнее первого. Он придумал, как разносить не только пыльцу, но и собственных детей. Он завернул свои семена в сочную сладкую мякоть. Так родился плод. Ягода, яблоко, слива, все, что мы зовем фруктами, изначально было хитрой упаковкой для семян. Расчет снова гениальный. Зверь или птица съедает сладкий плод, уходит далеко и оставляет семена вместе с готовым удобрением совсем в другом месте. Растение, которое не может сделать ни шагу, вдруг научилось расселяться по всему свету в чужих желудках. Кстати, у самых первых цветов еще не было пчел, ведь пчелы появятся позже. Их первыми курьерами стали жуки. И сегодня на Земле живет цветок, что помнит те древние времена. Это магнолия. Запомни это имя. Ее крупный, плотный цветок устроен грубо и крепко, потому что его создавали под тяжелых, неуклюжих жуков, а не под изящных пчел. Магнолия цвела еще тогда, когда по земле ходил тираннозавр, и дожила до нас почти нетронутой. Когда весной ты видишь ее белые чаши на голых ветках, знай, что смотришь на живую машину времени из эпохи динозавров. Самое первое такое растение выглядело скромно. Ученые знают древние цветки, которым около 130 миллионов лет. Одни из них, вроде растения по имени Манцехия, были водными и почти без лепестков. Простые невзрачные веточки в древнем озере. Другие, как архифруктус из Китая, тоже прятались в воде. Никакой пышной красоты, никаких роскошных бутонов. Но в этих скромных существах уже был спрятан механизм, которому предстояло перекроить всю планету. Из этого невзрачного ростка поднимется и роза, и яблоня, и дуб, и колос пшеницы. Тут ты вправе спросить, а как ученые вообще узнали, что было в мире за 130 миллионов лет до нас? Как можно заглянуть в лес, от которого не осталось ни одного живого свидетеля? Ответ в том, что свидетели все же остались, просто читать их надо особым образом. Первый свидетель — это сами окаменелости. Иногда нежный цветок успевал попасть в тихий ил на дне озера, прежде чем сгнить.
Ил спрессовывался в камень, и отпечаток лепестка сохранялся на миллионы лет, как закладка между страниц старой книги. По таким отпечаткам видно, когда цветов еще не было нигде, а когда они вдруг появляются сразу во многих местах. А еще есть янтарь, застывшая смола древних деревьев. В ней иногда находят целые цветки и даже насекомых, замерших в момент работы с прилипшими к ним зернами пыльцы. Это как застать курьера прямо с посылкой в руках, только застыл он десятки миллионов лет назад. Второй свидетель почти невидим – это пыльца. Крохотные пыльцевые зерна одеты в такую прочную оболочку, что лежат в земле сотни миллионов лет. Ученые достают их из древних слоев и считают под микроскопом. И картина выходит поразительная. Сначала в слоях нет пыльцы цветковых совсем, а потом, за короткий по геологическим меркам срок, ее становится все больше и больше, пока она не заполняет все. А возраст каждого слоя ученые умеют определять точно по распаду особых веществ в камне, которые работают как встроенные часы. Именно эту внезапную волну цветочной пыльцы и увидел когда-то Дарвин, и именно она показалась ему отвратительной тайной. Есть и третий свидетель, самый живой. Это растения, что дожили до наших дней почти без изменений. На далеком острове в Тихом океане, в Новой Каледонии, растет скромный кустик по имени амбарелла. С виду ничего особенного, невысокий куст с мелкими зеленоватыми цветками. Но когда ученые прочитали его гены, они замерли. Оказалось, что амбарелла отделилась от всех остальных цветковых раньше всех, у самого корня их родословного древа. Это живой дальний родственник самых первых цветов на Земле. Тихий привет из мелового периода, который до сих пор растет себе в лесу и ничего не знает о своей славе. Изучая его, мы понимаем, какими были первые цветки, которых давно уже нет. Сложив вместе камень, янтарь, пыльцу и живых свидетелей, ученые и восстановили эту историю. И теперь они, наконец, могут ответить на вопрос, который так мучил Дарвина. А теперь вернись со мной в тот бесцветный меловой лес и смотри, что начинает происходить. Сначала где-то у воды появляется первое невзрачное растение с крохотным цветком. Оно не привлекает внимания, но у него есть тайное оружие. Та самая сделка с насекомыми, и это меняет все. Пока голосеменные вслепую сеют пыльцу по ветру и ждут годами, цветковые размножаются быстро и точно с помощью своих крылатых курьеров. А значит, и меняются они гораздо быстрее. Каждое новое поколение может чуть иначе раскрасить лепестки, чуть иначе пахнуть, приманить нового помощника. Там, где голосеменному нужны были миллионы лет, цветку хватает куда меньшего срока. Растения и насекомые начинают меняться вместе, подстраиваясь друг под друга, как ключ и замок. Ученые называют это совместной эволюцией, и это одна из самых мощных сил в истории жизни. И вот тут случается тот самый взрыв, что напугал Дарвина. Примерно за 30 или 40 миллионов лет, а это для планеты почти мгновение, цветковые растения расходятся на тысячи и тысячи видов и растекаются по всем континентам. Одновременно с ними множатся и насекомые, которые на них кормятся. Именно в эту эпоху, по оценкам ученых, около 100 миллионов лет назад, появляются первые пчелы, живые машины для опыления. Цветы и пчелы поднимаются вместе, рука об руку, и уже никогда не расстанутся. Представь эту победу глазами одного крошечного жука. Он ползет по темному хвойному лесу, как ползали его предки тысячи поколений подряд. Вокруг привычная зеленая скука, запах смолы и хвои. И вдруг он видит то, чего не видел никто из его рода. Яркое пятно на фоне бесконечной зелени. Жук подлетает ближе и чувствует запах, сладкий и головокружительный, какого в этом мире раньше не было. В глубине лепестков его ждет капля нектара, чистая сладкая награда. Он пьет, пьянеет от сытости и улетает, унося на спинке желтую пыльцу. Он только что стал частью сделки, которая переделает целый мир. И таких сделок в тот миг заключаются миллиарды по всей планете. Старым хозяевам суши приходится потесниться. Могучие леса голосеменных редеют и отступают в холодные и сухие края, где насекомых мало. Их место занимают цветковые, от крохотных трав до огромных деревьев. Мир на глазах покрывается красками, наполняется запахом и жужжанием. Планета, что миллионы лет была зеленой и молчаливой, впервые в своей истории расцветает по-настоящему. Если бы ты мог ускорить время и глянуть на Землю сверху, ты увидел бы, как серо-зеленая шкура планеты за считанные мгновения вспыхивает пятнами всех цветов.
Так в чем же была разгадка отвратительной тайны? Почему цветы появились так внезапно, будто из ниоткуда? Сегодня ученые думают, что дело как раз в той самой сделке. Как только растение научилось нанимать насекомых, оно получило способность меняться и размножаться с невероятной скоростью. Цветок и его опылитель подстегивали друг друга, и вместе они разгонялись все быстрее и быстрее. То, что Дарвину казалось противоречием его теории, на деле оказалось ее торжеством. Просто эволюция здесь работала не в одиночку, а в паре, и оттого мчалась вперед стремительно. Помогла цветам и еще одна тайная сила, скрытая в их клетках. Много раз в своей истории цветковые случайно удваивали весь свой набор генов, будто получали вторую копию чертежей всего организма. Лишние копии можно было смело перекраивать под новые задачи, не боясь сломать старое. Это давало им запас для быстрых перемен, какого не было у соперников. Проще говоря, у цветка на руках оказался двойной набор инструментов, и он мастерил из него новинку за новинкой. Кстати, сам Дарвин был очень близок к разгадке. Он ведь и предположил, что цветы могли так быстро расцвести именно из-за насекомых, что летали от бутона к бутону. Ему не хватило лишь окаменелостей и приборов, которые появились уже после него. Загадка мучила его, но чутье вело в верную сторону. А захват тем временем и не думал останавливаться. Даже великая катастрофа, что погубила динозавров, не остановила цветы. Они пережили удар астероида и после него шагнули еще дальше. Уже в новом мире цветковые породили новое великое изобретение – траву. Из невзрачных трав поднялись бескрайние луга, степи и саванны, а на них выросли стада зверей. По сути, весь тот мир зеленых равнин, где потом появятся наши далекие предки, тоже подарен цветковыми растениями. Первые люди встанут на ноги именно в высокой траве африканской саванны. Тихий завоеватель менял планету снова и снова, и меняет ее прямо сейчас. А теперь остановись и оглядись вокруг себя по-настоящему. Почти все, что ты сегодня ел, подарено цветком. Хлеб – это трава по имени пшеница. Рис, кукуруза, яблоко, картофель, кофе, шоколад, любой овощ и любой фрукт – все это цветковые растения. Хлопок на твоей одежде, сахар в твоей чашке, специи на кухне, лепестки, что дарят любимым – все это они. Мы построили нашу еду, нашу одежду и целую цивилизацию на растениях, которые когда-то придумали хитрую сделку с жуком. Больше того, приглядись, и ты увидишь цветы повсюду вокруг себя. Мы дарим их в самые важные дни жизни, рисуем на картинах, вплетаем в имена и песни. Цветок давно стал для человека образом самой живой планеты. И это тот самый случай, когда на нашей планете нет вечных королей. Гиганты приходили и уходили, могучие хищники правили и вымирали. А тихое существо без когтей и зубов, что даже не может сделать шага, оказалось долговечнее их всех. Оно не победило силой, оно победило умением договариваться. Запомни это, ведь это один из самых важных уроков всей истории жизни. Так что в следующий раз, когда ты увидишь обычный цветок на обочине дороги, вспомни, кто перед тобой. Это самый успешный завоеватель в истории Земли. Он старше любой человеческой империи в 1000 раз. Он кормит собой почти все живое, и он до сих пор незаметно правит планетой. А ты, сам того не зная, давно стал частью его древней сделки, заключенной еще во времена динозавров. Скажи в комментариях, что удивило тебя больше? Что цветок оказался хитрой машиной для сделки? Что он старше любого человека на 100 миллионов лет? Или что почти вся твоя еда – это на самом деле цветковые растения? Нам очень интересно прочитать твой ответ. Мы увидели, как цветы приручили насекомых и захватили сушу. Но у этой истории есть и обратная сторона. Задолго до первого цветка сами насекомые уже правили небом. И были они тогда чудовищного размера. Стрекозы величиной с орла, многоножки длиннее человека. Почему когда-то сам воздух делал насекомых гигантами, и куда потом делись эти монстры? Об этом мы расскажем в следующем фильме, и выйдет он уже на этой неделе. Это были забытые эпохи. Подпишись, чтобы не пропустить, как маленькая планета снова и снова создает великанов.